Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Здравствуй, YouTube. Сегодня я буду готовить потрясающий турецкий десерт, король всех десертов – кюнефе. Итак, начинаем. 400 грамм сахара, 270 грамм воды. Доводим до кипения и кипятим до уваривания. Сироп должен получиться густоватый. Сироп готов, и дадим ему полностью остыть. А тем временем мы подготовим тесто. Тесто катайфи. С ним нужно работать быстро, так как оно быстро высыхает. Нарезаем тонко-тонко-тонко. Вы можете порвать его руками, но мне удобно это делать ножом. – 175 грамм растопленного сливочного масла, 2 чайные ложки виноградного сиропа. Сироп можете заменить медом. Все хорошо размешать и добавить тесто. Руками все хорошо перемешать, чтобы масло равномерно распределилось. В противень, у меня противень 26 сантиметров. Хорошо смазываем растопленным сливочным маслом. У меня сыр специально для кюнефе. Я его покупаю в турецком магазине. Можете заменить его моцареллой. Нарезать на тонкие пластинки. Половину теста распределяем по дну противня. И теперь нам надо хорошо утрамбовать. Мне это удобно делать стаканом. Утрамбовываем хорошо и плотно. Выкладываем сыр, равномерно распределяя по всей поверхности. Сверху выкладываем оставшееся тесто и тоже все хорошо утрамбовываем. В Турции и у нас в Греции мы свою трапезу всегда заканчиваем различными сладостями. Считается, что они придают энергию и хорошее настроение. Десерт делается очень легко, и вам понадобится всего 8 ингредиентов. Все хорошо утрамбовали. Духовка должна уже быть разогретая до 180 градусов. Режим вверх-вниз в среднем положении. До золотистой корочки. Это примерно 30 минут. Заливаем горячий наш пирог холодным остывшим сиропом. Это одно из правил. Сироп должен быть холодный, а пирог горячий. Даем настояться 5-10 минут и подаем к столу. Кюнефе – настоящий король среди десертов. Рецепт, который имеет древние корни. Родиной этого знаменитого турецкого десерта является Антакия. Украшаю я такой пирог тертыми фисташками. Есть такой пирог нужно горячим, чтобы почувствовать весь вкус. Для красоты целые фисташки. Сверху положу немного мороженого. Очень вам советую приготовить этот десерт. Вот такая красота у нас получилась. Если вам понравился рецепт, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал, пишите комментарии, мне будет очень приятно. И вот оно наслаждение. Вы посмотрите на это чудо, на эту красоту. Всем спасибо большое за просмотр. Приятного аппетита и до новых встреч. Ням-ням-ням.